Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Сегодня будем вязать спицами красивый стильный узор. Это узор объемная сетка, очень напоминает узор патентной резинки. У этого узора, у этой сетки такие же объемные выступающие дорожки из лицевых петель, но между этими дорожками идут вот такая ажурная вязка. И узор смотрится, он такой полупрозрачный, легкий, воздушный. И для вязания летнего пуловера, я думаю, подойдет отлично. На самом деле этот узор использован при вязании пуловера модель Брунелло Кучинелли. Именно оттуда взят этот узор. И я буду вязать именно такой пуловер себе на лето. Вот уже у меня положено начало. Сейчас я вам подробно расскажу, как вяжется этот узор на образце. И в следующем видео будет, конечно же, мастер-класс по вязанию такого простого, но стильного пуловера. Поэтому присоединяйтесь, подписывайтесь. Не забудьте поставить лайк на данное видео. И будем вязать вместе красивые стильные вещи. Изнанка данного узора вот смотрится уже совсем иначе. И лицевая сторона. Здесь я вяжу из полухлопка, такого средней толщины, очень мягкая, приятная пряжа. Далее расскажу, что использую за пряжу при вязании пуловера. Ну а сейчас подробно рассказываю, как связать такой узор. Вяжется очень просто, и в принципе даже начинающая рукодельница, я думаю, справится и с вязанием узора, и с вязанием такого простого стильного джемпера. Итак, раппорт узора. При вязании раппорта узора учитывайте, что узор в ширину составляет 4 петли, плюс набираем одну кромочную, одну петлю для симметрии и плюс 2 кромочные. Здесь я набрала 27 петель. 24 петли это делится на 4, плюс 1 25 и плюс 2 27. И первый начальный ряд вяжется по изнанке, и этот ряд вяжется как резинка 1 на 1. Как вы видите, этот узор хорошо сочетается с резинкой 1 на 1, которую обычно мы используем при вязании внизу пуловера, и далее идет переход уже на данную объемную сетку. И здесь я сразу провяжу первый ряд резинкой 1 на 1, и далее начну со второго ряда уже выполнять узор объемной сетки. Первая кромочная петля снимается. Далее при вязании резинки начинаем вязать с изнаночной петли и повторяем: 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Завершаю первый начальный ряд узора. И так как мы набирали нечетное количество петель, завершаем вязание резинки изнаночной петлей. И последняя петля кромочная, тоже я ее провязываю изнаночной. То есть в конце 2 изнаночные петли. И напомню, что это был у нас изнаночный ряд. Далее идет первый ряд узора по лицевой стороне. Первая петля кромочная снимаем. Далее первая лицевая петля, провязываем ее на ряд ниже. То есть вводим спицу вот в предыдущую петельку. Обычно мы вот за полупетельку вводим, а здесь мы вводим ниже, вот в петлю ниже. И провязываем лицевую. Далее делаем накид. И следующие 3 петли провязываем вместе так, чтобы центральная петля выступала в центре как лицевая. И для этого в начале первые 2 петли мы переснимаем и перекрещиваем. Снимаем 2 петельки и обратно возвращаем их на
левую спицу так, чтобы центральная петля оказалась впереди. И теперь вводим правую спицу в центр 3 петель и за вторые стеночки провязываем 3 петли вместе одной лицевой. После делаем накид. И вот мы закончили вязать первый раппорт. Далее идет повтор. Провязываем лицевую петлю на ряд ниже, накид, 3 петли вместе одной лицевой, переснимаем первые 2 петельки, перекрещивая их, меняем местами и провязываем вместе 3 петли одной лицевой и накид. Следующий повтор. Провязываем лицевая на ряд ниже, накид, 3 петли вместе одной лицевой и накид. И так вяжем до конца ряда. Все повторения. При вязании последнего повторения делаю накид, и у меня остается 2 петли на спице, лицевая и кромочная. Лицевую петлю я также провязываю как начало раппорта на ряд ниже. Ввожу спицу и провязываю лицевую петельку, и кромочную провязываю изнаночной. Далее поворачиваю работу наизнанку и второй ряд узора вяжем так. Первую петлю снимаем как кромочную, и причем, смотрите, нить остается за работой, чтобы по краю образовался петельный свободный край. Далее первую петлю провязываем изнаночную. Далее идет накид, провязываем изнаночной его. Следующую петлю снимаем, не провязывая, располагая рабочую нить впереди. Следующий накид провязываем изнаночной. Следующую петлю тоже провязываем изнаночной и еще накид изнаночный. И снимаем петлю. Это та петля, которой были провязаны 3 петли вместе. Ее снимаем, не провязывая, нить впереди работы. И так идет повтор. 3 изнаночных. И снимаем петли, которые были 3 вместе лицевой, нить впереди работы. 3 изнаночных. И снимаем петлю, нить впереди. Провязываем последний накид изнаночной. Изнаночную петлю тоже изнаночной, и кромочной идет изнаночная. Изнаночный ряд закончен. Поворачиваем работу на лицевую сторону. Начинаем вязать третий лицевой ряд. И по сути далее при вязании узора вверх повторяется первый и второй ряд. То есть раппорт узора в высоту всего 2 ряда. Первая кромочная снимается. Далее провязываем первую лицевую на ряд ниже, вводим спицу и провязываем лицевую. Следующая накид. И вяжем 3 петельки вместе одной лицевой. Для этого первые 2 петли меняем местами, перекрещиваем и вводим спицу в центр 3 петель, за вторые стеночки провязываем лицевой. Вы видите, что лицевая петелька остается в центре сверху. После накид. Лицевая на ряд ниже, накид, 3 петли вместе одной лицевой и накид. И так вяжем до конца ряда.
конце ряда, когда остается 2 петли, провязываем лицевую на ряд ниже и кромочную провязываю изнаночной. Поворачиваю работу наизнанку. 4-й ряд узора изнаночный вяжется точно так же, как второй. Первую кромочную снимаем, далее провязываем 2 изнаночных, 3-ю петлю снимаем нить впереди работы и начинается повтор. 3 изнаночных, петлю снимаем нить впереди, 3 изнаночных, петлю снимаем, то, что было 3 лицевых вместе, нить впереди. Итак, сейчас я провяжу образец на небольшую высоту и покажу, что получается. Дорогие рукодельницы, я закончила вязать небольшой образец. И я надеюсь, из светлой пряжи лучше видно переплетение нитей. Такой получился узор полупрозрачный. Причем этот узор сетка можно еще как бы сравнить с вязанием с узором резинки, так как он немножко меняет свою форму. При растяжении становятся более полупрозрачными вот эти вот ажурные дорожки. И если он так вот немножко собран, то выглядит практически как резинка. И вот такое получается полотно. Узор вяжется очень просто, как вы убедились, очень быстро, поэтому я думаю, я быстро свяжу пуловер и скоро выйдет мастер-класс на моем канале, поэтому подписывайтесь и будем вязать вместе красивые вещи. Спасибо за внимание, до новых встреч!